В этом году капитализация рынка крипты выросла на 600 миллиардов долларов и получила рекордный приток нового капитала, что стало третьим годом за всю историю существования криптовалюты, когда абсолютно все инвесторы жадно скупали биткоин и другие монеты. Но вы сами подумайте, как не купить биткоин, когда глава такой компании, как BlackRock, которая управляет активами на сумму 10 триллионов долларов, прямым текстом говорит, что биткоин это самый лучший актив и они запустят на него ETF. Без каких-либо преувеличений я могу сказать, что заявки на биткоин ETF изменили абсолютно все, и за каждый процент роста любой монеты мы должны благодарить именно ETF. Но проблема в том, что ETF еще даже не одобрили, а рынок уже запампили на этом FOMO. И как показывает практика, после любого FOMO рынок входит в фазу, когда малейшая просадка на 5 или 10% вызывает такой страх у многих инвесторов, из-за которого они готовы продать все. И я более чем уверен, что многие из вас потянулись сжать кнопку «Продать», когда в начале недели биткоин упал ниже 35 тысяч. Сейчас мы сидим на настоящей пороховой бочке, когда дальнейшая судьба рынка зависит только от решения SEC. Ведь если SEC отклонит ETF-заявки, то биткоин сразу же отреагирует 10, а то и 20% падением. И вы будете наблюдать за тем, как каждую секунду ваш портфель становится все меньше и меньше. Но для этого мы и сняли это видео, чтобы на основе актуальных данных и сухих цифр обрисовать четкую картину того, что происходит с криптовалютой сейчас и что с ней будет дальше. Сегодня в ролике мы, конечно же, поговорим о биткоине, который пугает всех резкими откатами, мы проведем по нем подробный теханализ, и я вам покажу, на каких уровнях его покупают крупные холдеры прямо сейчас. Также стала известна четкая дата, когда SEC должна одобрить ETF-заявку на биткоин. И дополнительно мы обсудим хедлайнера этого месяца Solana, которая выросла на 300% и прибавила еще 20% только на этой неделе, после интервью с Кэти Вуд, главой фонда ARK Invest, с активами на сумму 12 миллиардов долларов. Так что ролик получился очень интересным, и я думаю, вы уже поставили лайк авансом. И кстати насчет Solana, если вы желаете увидеть отдельное видео про Solana, где мы разберем этот проект вдоль и поперек, давайте как всегда наберем 800 лайков. Но такой же обзор мы можем сделать и на другие монеты, как например Link. Поэтому наши комментарии всегда открыты. Напишите ваши пожелания, а мы сделаем для вас отдельный обзор. Ну а теперь без лишних слов, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Что ж, дамы и господа, сегодня в ролике мы подведем промежуточные итоги текущего бычьего рынка и составим прогноз на вторую половину ноября, а также на весь декабрь. И конечно же мы начнем со свежих новостей, которые касаются ETF-заявок. Ведь на днях SEC озвучила свое решение по ETF-заявкам на биткоин. И кстати, первыми, кто получил эту новость, были подписчики нашего телеграм-канала. Ведь только у нас в телеграм вы можете оставаться в курсе всех актуальных событий и получать исключительно важнейшую информацию, которую вы не найдете в интернете. Так что обязательно подписывайтесь и следите за рынком 24/7 с помощью нашего телеграм-канала. Возвращаясь к недавнему решению SEC, нам стала известна четкая дата, когда могут одобрить биткоин ETF. И да, это 1 января. Но почему именно эта дата? Давайте немного разберем, что вообще произошло. Помните, в наших прошлых видео я вам рассказывал про окно с 9 по 17 ноября, когда SEC должна была озвучить свое решение по 12 ETF-заявкам. Так вот, по некоторым из них решение было озвучено. Например, SEC перенесла свое решение по заявке Hashdex на конвертацию существующего фьючерсного биткоин ETF в спотовый. SEC должна была ответить на заявку Hashdex, которая была подана в сентябре, до 17 ноября, и регулятор заявил, что откладывает принятие решения до 2024 года, а именно до 1 января. Но здесь четко написано, что SEC уже не может дать себе больше времени, ведь до 1 числа им нужно либо одобрить, либо отклонить, либо начать разбирательство, почему данный ETF не может попасть на рынок США. То есть по факту осталось меньше 1,5 месяца для того, чтобы первый спотовый ETF на биткоин торговался на американском рынке. Реакция биткоина на перенос не была негативной, ведь все понимают, что SEC будет тянуть время до последнего. Поэтому чем ближе мы приближаемся к 2024 году, тем напряженнее становится ситуация на рынке крипты, что мы наглядно видим прямо сейчас. Если посмотреть на биткоин на недельном графике, то мы можем увидеть, что данная неделя может быть первой, которая закроется красной свечой после начала роста в середине октября. Во-первых, главной причиной таких
этих дневных откатов стало банальное падение ликвидности. Ведь давайте будем откровенны, какой бы ни был положительный новостной фон, инвесторы рано или поздно прекращают покупать, ведь бюджеты у всех не резиновые. И чтобы понять, насколько сократились покупки того же биткоина, давайте посмотрим на объемы торгов. Например, на вот этом пике 10 ноября объем торгов биткоина достигал 438 миллионов долларов, но уже 13 ноября этот показатель упал до уровня 68 миллионов. И здесь все сходится, потому что инвесторы начали меньше покупать биткоин, его ликвидность упала, а вместе с ликвидностью упала и цена. А если мы еще добавим к этому ликвидации лонгов на сумму более полумиллиона долларов за последние несколько дней, мы получим настоящую бомбу, которая спровоцировала локальную коррекцию биткоина на 6%. Я не спорю, такие откаты могут напугать даже самого опытного трейдера, но нас интересует долгосрочная перспектива. Так вот, если смотреть на биткоин в рамках месяца, пока что все идет по очень даже положительному сценарию. И об этом нам говорят данные по накоплению со стороны холдеров. Ведь в этом месяце количество биткоина у холдеров достигло аж 92%. И в это же время инвесторы не просто покупают биткоин, а выводят его с бирж в долгосрочное хранение. Ведь начиная с 3 мая 2023 года с бирж вывели более 200 тысяч биткоинов, которые сейчас лежат на холодных кошельках. И если вы также пришли на рынок инвестировать в долгосрок, вам должно быть абсолютно все равно на такие микрооткаты. И уж тем более в это время вы не должны продавать свои монеты. Ну а перед тем, как мы разберем теханализ биткоина, хотел бы вам рассказать про один интересный проект под названием Bitcoin ETF. Это новая криптовалюта для стейкинга с дефляционным механизмом. Монета BTC ETF концептуально привязана к историческому событию на рынке, то есть к одобрению спотового биткоина. Предпродажа криптовалюты началась чуть больше недели назад, но уже привлекла 500 000 инвестиций. Такая сумма оправдана стремлением инвесторов купить токен по дешевой цене в 0,0052 цента и получить повышенную доходность от стейкинга. Кстати, отправить монеты в стейкинг и получить 492% годовой доходности можно сразу после покупки. На данный момент уже заблокировано более 16 миллионов монет. Пресейл Bitcoin ETF пройдет в 10 раундов с повышением стоимости на каждом из них. Купить монету Bitcoin ETF можно на официальном сайте с помощью эфира, USDT или даже банковской карты. И дополнительно на сайте Bitcoin ETF постоянно обновляется лента новостей о спотовом биткоине. Поэтому если вы желаете оставаться в курсе событий или хотите узнать больше про монету Bitcoin ETF, ссылку на проект мы оставим в описании под этим видео. Насчет теханализа давайте посмотрим на самые ключевые уровни для биткоина. И первое, что мы видим, это жесткое сопротивление на уровне 38 тысяч. И в то же время стабильная поддержка сохраняется на уровне 35, который идеально совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи. А это значит, что в ближайшую неделю биткоин будет торговаться именно в этом диапазоне. А также на уровне 35 тысяч проходит локальная восходящая линия тренда, которая сформировалась начиная с середины октября. И сейчас для биткоина очень важно удерживать эту линию тренда раз и вот эту линию поддержки 2, чтобы у него было достаточно ликвидности для пробоя сопротивления в 38 тысяч. И в ближайшее время мы скорее всего будем наблюдать именно за вот таким движением, а точнее консолидацией, которая была после тестирования 35 тысяч. А ответить на вопрос, где сейчас киты покупают биткоин, нам также поможет индикатор объема, который указывает на диапазон от 34 до 35 тысяч, где и проходит эта восходящая линия поддержки. Но не забывайте, что крупные киты чаще всего накапливают вне биржи, чтобы не так сильно влиять на рынок. Это что касается биткоина, но также активное внимание привлекает к себе монета Solana, которую вчера похвалила Кэти Вуд. На интервью CNBC Кэти Вуд заявила, что Solana это один из лучших блокчейнов со своей экосистемой и добавила, что она проделала действительно хорошую работу в текущих рыночных условиях. А также Кэти Вуд сказала, в то время эфир был быстрее и дешевле, чем биткоин. Именно так мы получили эфир. Solana даже быстрее и экономичнее, чем эфир. Такие приятные комментарии запампили Solana на 20% вверх, а также фонд Grayscale Solana Trust зафиксировал огромный приток институциональных денег. Например, на прошлой неделе цена акций GSOL превысила $200, и в какой-то момент эти акции торговались с 300% разницей к спотовой цене, что показало нам сильный спрос на эту монету. Поэтому напоминаю, если вы желаете увидеть отдельный обзор с прогнозом, пишите в комментариях и ставьте лайки. Конечно, на таком положительном новостном фоне, который подпитывает постоянное обновление по ETF заявкам,
заявкам, каждая монета на рынке демонстрирует активный рост, вплоть до какого-нибудь Пепе. Но опять-таки эта эйфория, похоже, утихает, потому что вчера цена биткоина также упала на 4% из-за низкой ликвидности на более высоких уровнях. Частично рынок был готов к одобрению ETF к 17 ноября, но после того, как SEC откладывает заявку Hashdex, все понимают, что в ноябре одобрения не будет. И да, к этому нужно было готовиться, потому что так или иначе рынок не может постоянно расти и каждый день прибавлять к вашему криптопортфелю по несколько процентов. Шумиха вокруг ETF начинает постепенно утихать. Рынок ликвидирует сделки из-за низкой ликвидности, и единственное, что вам нужно делать, так это готовить свою нервную систему. Когда биткоин упал ниже 35 тысяч, мы сразу же получили множество тревожных комментариев с вопросами, что будет дальше и можно ли открывать шорты. Как я сказал в начале, мы сидим на пороховой бочке, и сейчас любая негативная новость, которая хоть как-то касается ETF, может сильно обвалить крипту. И если говорить о биткоине, мы вполне сможем увидеть 30 тысяч. И да, те, кто покупал биткоин выше данного уровня, будут находиться в минусе. Но это вполне нормально, ведь так было всегда. После каждого крупного роста были большие просадки, после которых нам приходилось ждать месяц или более, чтобы все вернулось на свои места. В ближайшие месяцы нас ждет очень сильная турбулентность на рынке, и чем сильнее мы приближаемся к одобрению ETF, тем больше фут будет на рынке. Наверняка еще будут появляться фейковые новости, что ETF одобрили, отклонили, или что Ларри Финк покидает BlackRock. И каждый такой фут будет очень сильно давить на рынок, из-за чего все будут совершать много ошибок. И если вы не готовы к тому, что в определенный момент ваш портфель просядет на 10 или 20%, лучше продайте все свои монеты сейчас и спите спокойно. Да, я не шучу. Крипторынок — это очень жесткое место, и если вы не можете справиться с таким психологическим давлением, это место точно не для вас. Ну а для тех, кто продолжает играть в эту сложную игру, правила максимально простые. Не продавать, держать долгосрок и придерживаться соотношения 70-20-10. Да, друзья, придерживаясь этих правил, вы сможете в будущем получить положительный результат. Ведь на любом рынке все познается в долгосрочной перспективе. Поэтому мы продолжаем следить за рынком и делиться с вами самой важной информацией в нашем Telegram. Так что не забывайте подписываться, оставлять ваши комментарии и, конечно же, нажимать на колокольчик, который не позволит вам пропустить наши новые видео. Поэтому вам я желаю удачи, до скорых встреч!